Всем привет! Меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем вот такой потрясающий, достаточно плотный узор спицами. Вяжется он супер просто и быстро, а выглядит очень оригинально. Идеальный узор для вязания каких-то зимних джемперов, возможно даже свитеров. Шарфик можно связать таким узором, потому что изнаночная сторона тоже очень необычная, аккуратная и красивая. Этот образец у меня связан из пушистой мохеровой тоненькой пряжи. И еще один образец у меня связан из гладкой, такой слегка блестящей пряжи. Такие столбики, ложные косички. Для вязания этого узора нам необходимо набрать четное количество петель. Раппорт узора составляет всего 2 петли и 2 ряда в высоту. Для образца я наберу 14 петель, 12 из которых идут на основной узор и плюс 2 кромочные. Набираем петли любимым вашим способом. Я наберу обычным. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Узор вяжем сразу с самого первого ряда. Первую кромочную я, как всегда, провязываю лицевой, первую кромочную первого ряда. Итак, нас сейчас интересует вторая и третья петли. В пространство между второй и третьей петлей я вставляю правую спицу и захватываю нить вот таким образом, как бы снизу наверх. Вытягиваем, перенадеваем на левую спицу и провязываем ее лицевой петлей. Скинули ее, и 2 петли мы вяжем лицевыми за правые стенки. 1, 2. Следующий раппорт вставляем между второй и третьей петлей правую спицу, и можно захватить нить вот таким образом, обычным способом, сверху вниз. Но тогда петлю нам придется перенадеть вот так. Снова вставляем правую спицу в эту петлю, провязываем ее лицевой и 2 просто лицевые. То есть вы можете вязать вот эту косую поперечную петлю либо первым способом, либо вторым. Первым способом мне кажется легче. Итак, вставляю между второй и третьей петлей спицу, захватываем рабочую нить и провязываем ее лицевой. Следующие 2 петли лицевой. Вставляем между второй и третьей спицу, провязали петлю, как бы перенадели ее на левую спицу, провязали лицевой, и следующие 2 петли мы вяжем лицевой за правую стенку. И так до конца ряда. Лицевая, лицевая. Вяжется достаточно просто. И последний раппорт в конце ряда мы вяжем между второй и третьей, то есть третья петля у нас идет кромочная. Вытягиваем косую петлю, провязываем ее лицевой и еще 2 лицевые, 1 и 2. Кромочную петлю мы вяжем либо изнаночной, либо лицевой из ряда в ряд, как вы привыкли. Первый ряд готов. Второй ряд, кромочную петлю мы снимаем. Первую петлю мы вяжем просто изнаночной. Вторые 2 петли мы вяжем вместе изнаночной. Раппорт провязан. 1 изнаночная. Следующие 2 петли мы вяжем вместе изнаночной. Второй раппорт провязали. Одиночная изнаночная, двойная. Следующий раппорт. Изнаночная, из 2 1 изнаночная. И до конца ряда мы довязали 1 изнаночная,
Из последних 2 изнаночных вяжем 1 изнаночную и кромочную я вяжу изнаночной. Если вы привыкли лицевой, вяжите лицевой. Все, первый раппорт узора у нас связан. И свяжем еще один раппорт узора. Кромочную снимаем. Между 2 и 3 петлей мы вставляем рабочую спицу правую, вытягиваем нить, как бы перенадеваем ее на левую, провязываем ее лицевой, следующие 2 петли лицевой. Повторяем, между 2 и 3 спица, петля, перенадели, провязали лицевой, лицевая, лицевая. На самом деле узор вяжется очень быстро, на камеру показываю вам медленно, чтобы было понятно. Между 2 и 3 петля, провязали лицевой, лицевая, лицевая и так до конца ряда. Лицевая, лицевая, лицевая. И последний раппорт между 2 и 3, получается между 2 и кромочной петлей. Также мы захватываем косую петлю, провязываем ее лицевой. И следующие 2 петли мы провязываем также лицевой петлей. Кромочную я вяжу изнаночной. Готов 3 ряд. И 4 ряд, кромочную сняли, изнаночная одиночная. Из следующих 2 петель мы вывязываем 1 изнаночную. 1 изнаночная, из 2 1 изнаночная. 1 изнаночная, из 2 1. 1 из 2 1. Одиночная. И кромочная, тоже изнаночная. Вот такой небольшой образец у нас получился. Как вы видите, узор вяжется быстро. Вот такой необычный, достаточно плотный узор. И еще раз покажу вам образцы. Мохеровая пряжа. В мохеровой пряже, мне кажется, он смотрится как-то даже поинтереснее. Он более воздушный узор получается. Можно, кстати, из мохеровой пряжи связать также более рыхло. Будет смотреться тоже красиво. Вот такой вот он интересный. И плотная гладкая пряжа. Если этот видеоролик вам понравился, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. И до встречи в новых интересных видео. Пока!